Друзья, привет! Вы на канале Рыбалка с братьями Билан, и с вами наша постоянная рубрика «Облови себя вчерашнего». И сегодня по многочисленным просьбам мы снимаем топ-5 самых популярных, самых эффективных проводок на щуку на силиконовые приманки. Именно топ-5 джиговых проводок на щуку. Друзья, используя рекомендации с данного видео, вы обязательно станете ловить лучше, чем вчера. И сегодня мы говорим о ловле щуки, поэтому записываем свои блокнотики и не переключаемся. Поехали! В данном видео я буду использовать как пример приманку, оснащенную на джиговом монтаже с мохнатой джиголовкой. В принципе, для данных проводок подходят все джиговые приманки, оснащенные как на чебурашке, так и на джиголовке. Но я сегодня решил использовать такую популярную мохнатую джиголовку, поэтому первая проводка это равномерная проводка. Погнали смотреть. Забрасываем нашу приманку максимально подальше, кладем ее на дно и делаем равномерную проводку. И скорость проводки выбираем в зависимости от условий места, от условий погоды, так как бывает часто боковой ветер. И делаем неспешную равномерную проводку в таком среднем темпе. Но в зависимости от глубины водоема можно ее как ускорить, так и замедлить. Данная проводка отлично подходит для ловли, особенно в летнее время года, когда рыба активная. И она, в принципе, быстро выходит на вашу активную игру вашего то ли виброхвоста, то ли твистера. Поэтому она такая базовая, она легкая в применении. И она, в принципе, ловит ту рыбу, которая находится в максимально активной стадии. Друзья, используя данную, с одной стороны, легкую тему, не забудьте всегда использовать данные фишки. Это высота поднятия вашего удилища. Я стараюсь всегда вести приманку с удилищем поднятым под 45 градусов. Это самый оптимальный угол положения вашей удочки. И в данном случае это немаловажно, так как равномерная проводка всегда подразумевает ведение приманки над дном. И для того, чтобы ваша приманка шла четко у дна, либо где-то в каком-то определенном слое, всегда корректируйте это высотой поднятия. И я рекомендую, если водоем не глубокий, то максимально задирать вашу удочку повыше, для того, чтобы можно было позволить крутить ее медленно, но при этом приманочка наша будет идти у дна, но не по дну. Это очень важно. Если водоем достаточно глубокий, то опускайте удилище пониже и крутите вашу неспешную равномерную проводку. Это самый главный момент для того, чтобы эта проводка себя проявила. Что еще можно сказать по данной проводке? Опять же, скажу, что эта проводка лучше себя всего проявляет именно в летнее время года. Поэтому, когда вы приехали на незнакомый водоем, данную проводку рекомендую использовать одну из основных, так как всегда в каком-то секторе стоит какая-то активная рыба, которая стоит в фазе активной и активно питается. Поэтому данная проводка соблазняет рыбу своей эффективной работой приманки и соблазняет хищную рыбу. Я думаю, вы все видели ролики с подводной съемкой, как идет приманка и ее догоняет щука. Также происходит и у вас на рыбалках, у вас всегда идет рыба за приманкой. И чем медленнее вы позволите работать приманке у дна, тем больше вероятность того, что она у вас клюнет. И главный момент, не забывайте работать по секторам, по веерам в секторе. Не кидайте всегда в один сектор. Если вы кинули в одном направлении и рыба не клюнула, не кидайте в то же место. Запомните так, всегда работаем веером. И вы тогда быстрее найдете рыбу и быстрее поймете вообще все принципы ловли хищной рыбы. Друзья, number 2 в нашем хит-параде это проводка ступенька. Та проводка, с которой вообще началась эра джиговой ловли не только щуки, но и судака. Поэтому эта проводка в нашем хит-параде на 4-м месте. И она довольно-таки легкая, поэтому смотрите и запоминайте. Для этого мы забрасываем нашу приманку максимально подальше, конечно же. Выматываем слабину, даем приманке опуститься на дно и делаем максимально легкую, но эффективную проводку. Вымотали слабину и делаем 3-4
оборота катушкой и делаем паузу. И обязательно ваше удилище под 45 градусов, друзья. Это нужно для чего? Для того, чтобы приманка имела максимальную высокую фазу падения. Это сделано для того, чтобы вы лучше всего чувствовали падение приманки на дно, соответственно, и поклевку в руку, потому что щука берет очень ярко, и вы это все слышите в вашу руку. Итак, делаем 3-4 оборота и делаем паузу. Бам, приманка упала на дно. 3-4 оборота, пауза. Приманка упала на дно. 3-4 оборота, пауза. Приманка упала на дно. 3-4 оборота, пауза. Приманка упала на дно. Данная проводка максимально имитирует нашу с братом тему. Это именно имитация всех ваших проводок, имитация раненой рыбы. Итак, 3-4 оборота, пауза. И запомните, друзья, вся щука клюет всегда на падении. Запомните, когда вы сделали 3-4 оборота, ваше внимание должно быть максимально четкое. И вы должны внимательно смотреть как на вершинку, так и чувствовать рукой, потому что щука клюет именно на падении. И клюет она четко. Тык, и вы всекаете ее. Поняли? Но, друзья, чтобы эти знания были эффективными, эти проводки в деле реально приносили результат, подбирайте правильно вес вашей головки, как чебурашки, так и джиголовки, под данные условия. Падение приманки все-таки должно быть для щуки, ну, минимум 1 секунду. В идеале 2 секунды. Если у вас идет падение, значит, вы подобрали вес груза правильно. Для береговой ловли, для средних водоемов с глубиной 2-3 метра отлично подходят веса, например, 6, 8, 10 грамм, 12. Поэтому подбирайте всегда груз такой, чтобы падение приманки было минимум 1 секунду. То есть вы сделали 3-4 оборота, и приманка должна где-то минимум 1 секунду падать и отыгрывать кончик вершинки. И тогда щука себя проявит, она сразу отреагирует на данный момент. Если падение приманки слишком длинное, например, 3-4 секунды, значит вес груза недостаточен, значит нужно увеличиться. Запомните, 1,5-2 секунды это идеально для падения приманки для ловли щуки. Итак, друзья, 3-я проводка в нашем хит-параде. Я еще раз повторюсь, топ-5 это не значит, что 5-я, например, проводка самая неэффективная. У нас с братом достаточная база проводок, но топ-5 это реально самые рабочие проводки. И их рейтинг может не сильно отличаться друг от друга, но они самые эффективные. Итак, 3-я проводка, она очень похожа на проводку при ловле судака, одна из самых популярных. Также при ловле окуня, но в масштабном варианте исполнения. Это двойной подрыв с одновременным вращением катушкой в 2-3 оборота в зависимости от места ловли. Итак, покажу, как ее делать. Для этого забрасываю нашу приманку в предположительное место, где стоит щука. Кладем ее на дно, укладываем шнур в ровную линию, для того, чтобы не было паразитных дуг каких-то определенных. И делаем тоже базовую элементарную проводку, но очень эффективную. Это двойной подрыв в 2-3 оборота в зависимости от места ловли. И делаем его размашисто, не так, как мы делаем при ловле судака или окуня, а более размашисто, чтобы приманка наша взлетала высоко, так как щука очень любит высокие подбросы и падение с высокой высоты. В чем фишка данной проводки? Фишка данной проводки в том, что наша приманка эффективно проходит каждый образно метр рельефа, то есть она не уходит на дальние дистанции высоко и не сыпется, и мы проходим какие-то определенные участки. Она хорошо работает именно по рельефу, где стоит хищник, и не идет длинными шагами. Она очень эффективна, то, что она идет еще в придонном слое, и реально щука на нее клюет. Она хорошо работает как и в летнее, так и в зимнее время года, и хорошо ловит пассивную щуку, как летом в жару, так и зимой, когда рыба максимально осторожная, максимально пассивная, особенно когда щука стоит вся в пиявках, прижатая ко дну. И эта проводка позволяет подавать приманку прямо рыбе в рот, и рыба реагирует на это. Ничего лишнего, только двойной подрыв
и одновременно вращаем катушку. То есть ничего лишнего нет. Все, вот такая получается у вас игра. Итак, друзья, мы подходим к финалу, и четвертая проводка, и лично по моему мнению, и по мнению моего брата, она самая эффективная, самая, можно сказать, разведывательная для любого типа водоемов, для любого времени года. Мы всегда приезжаем на незнакомый водоем, будь то это река или озеро, и мы всегда начинаем нашу ловлю, если мы ловим щуку, именно с этой проводки. Это проводка с элементом равномерки, но и также джиговый элемент. Это двойной подрыв с дополнительной протяжечкой, то есть равномерочкой. То есть не протяжечкой, а именно равномеркой. Двойной подрыв, 2-3 оборота. Так она и называется. Погнали. Забрасываем приманку, как обычно. Если глубина большая, можем открыть скобу, чтобы приманка у нас упала четко в то место, куда мы ее положили. Проверили фрикцион, если щука клюнет, конечно же. Итак, как мы ее выполняем? Двойной подрыв, 2-3 оборота. Погнали. Раз, два, 2-3 оборота. Бам, упала. Раз, два, 2-3 оборота. Упала. Раз, два, 2-3 оборота. Вы должны просто создать эту правильную анимацию, и рыба это оценит. Вы можете делать раз, два и 2 оборота. Вы можете делать даже и 4 оборота. Это все зависит от глубины в данном месте ловли. Если глубина мелкая, вы можете добавить ваших оборотов побольше. И не забываем держать нашу удочку всегда под 45. Она позволит нам держать нашу приманку в горизонте, а не бороздить дно. Всегда удочка под 45. Глубина мелкая, добавляем обороты. Даже вплоть до 5 оборотов. Друзья, для чего я говорю, что мы добавляем обороты или уменьшаем их, в зависимости от глубины в данном месте? Это нужно для того, чтобы всегда соблюдать главный момент при ловле щуки. Это фаза падения приманки. Фаза падения приманки – это самый главный момент. Она всегда должна быть в районе 2 секунд. Минимум 1,5, ну единичка. В зависимости от условий ловли, конечно, но вы должны всегда придерживаться этого главного правила. Падение приманки в районе 2 секунд. Ну, может быть, где-то 3, в зависимости от активности рыбы. Но мы говорим по средним статистикам. Поэтому всегда держим удочку под 45 и добавляем, либо уменьшаем наши обороты в зависимости от того, что мы видим по информации во время ловли. И скажу опять же, эта проводка работает круглый год, как зимой, так и летом. И она ловит, в принципе, как и пассивную, так и активную рыбу. Она, в принципе, ловит всю рыбу. И закрепляем материал, 2 подрыва и добавляем 2-3 оборота катушкой. Никаких пауз в этот момент не должно быть. Все должно быть на одном движении. 2 подрыва, 2-3 оборота. И во время подрывов, не забывайте, я всегда подкручиваю катушку. А когда уже делаю обороты, я уже их делаю так более энергично. Бам, упала. Бам, упала. Двойной подрыв, 5 оборотов. Бам, упала. Это была 4-я проводка в хит-параде братьев Билан, и она реально одна из самых эффективных. Она в принципе легкая в применении. Самый главный момент — это для того, чтобы вы не делали какие-то моменты паузы, в момент анимации и добавления этой равномерки. Постарайтесь сделать это все на одном движении, и тогда вы реально увидите результат. И аккуратненько. У тебя линейка такая интересная. Да, фирменная. Не. Это короче, Тимур, но это толстая такая. Видишь? Ага. Толстенькая. 80. 80 Вот моя была да? 85. Да, ну что? Ну, очень, притом она очень прекрасна. Друзья, а теперь number one в нашем хит-параде. Топ-5 проводок на щуку. Эта проводка, скажу так, она в принципе базовая, но она с таким интересным моментиком, который позволит вам ловить лучше, чем остальные. Не лучше, чем вы вчера, а лучше, чем остальные на берегу. Это может быть как рыбалка сложная, это могут быть так и соревнования какие-то сложные по ловле щуки. Эта проводка называется джиговая проводка с дотяжкой. То есть такая деликатная дотяжка приманки над дном, как самолет, который взлетает, и самолет, который приземляется. Все у вас происходит плавненько. И все это вы делаете своими руками. Вы делаете это и катушкой, и нашим удилищем. И сейчас я вам покажу, как это делается. Данная проводка отлично подходит для ловли именно на трудовых соревнованиях при ловле щуки.
когда щука наколотая, когда щуку, которую уже ловили, выпустили, и она стоит, но она уже начнет скоро питаться. То есть для рыбы, которая запрессована. Итак, забрасываем нашу приманку. Уложили шнур в ровную линию, опять же повторюсь. Дали приманке упасть на дно. И что мы делаем для этого? Мы делаем, как и в прошлой проводке, двойной подрыв, 2-3 оборота и с дотяжкой дополнительно. И теперь смотрите, как я это сделаю. Раз, два, протяжечка и довели. И пауза. Раз, два, дотяжечка и довели. Бам, пауза. Упала. И довели. И медленненько, и докручиваем еще катушечкой слегка, и доводим удочкой. Упала. Раз, два, и довели. Бам, упала. Раз, два. Для чего мы делаем эту манипуляцию? Для того, чтобы наша приманка после проводки не сыпалась просто по траектории, а сыпалась и планировала вниз ко дну. То есть не сыпалась вот под таким углом, а сыпалась вот под таким углом и приближалась ко дну. Щука реально, ребята, пассивная щука, как и летом, так и зимой, реально оценивает эту проводку. И это не только мы для себя увидели, это увидели многие спортсмены, которые выступают при ловле щуки. Это реально рабочая тема, которую нужно просто повторить на практике. Друзья, если вы сделаете все так же, как я вам показываю, вы начнете реально ловить рыбу. Друзья, хотел показать, в чем же фишка данной проводки и как клюет рыба в момент этой проводки. Смотрите, если мы делали перед этим все джиговые проводки и ждали падения приманки, и рыба клевала на падении, то в данный момент все падение приманки происходит в тот момент, когда мы дотягиваем удочкой, и наша приманка сыпется. Поэтому в данный момент щука клюет более энергично, и именно в момент движения нашей удочки. Дотягивайте, дотягивайте, она клюет, и вы всекаете ее. Итак, друзья, повторяю эту проводку, эту классную проводку. Не ленитесь ее научиться делать, и реально вы оцените это на практике. Реально щука будет клевать у вас лучше. Возможно, вы даже просто не станете ловить на другие проводки, хотя это будет вашей ошибкой. Но данную проводку применяйте в моменты бесклевья, в моменты соревнований. И поэтому давайте смотрим внимательно. Двойной подрыв, 2-3 оборота и дотяжечка. Двойной подрыв, 2-3 оборота и дотяжечка. Тук, и она клюет. Ребята, реально зацените эту проводку, оцените ее на практике, и вы просто обалдеете от этих мощных поклевок щуки именно на данной проводке. Мы реально с братом кайфуем, когда делаем эту идеальную филигранную проводку и получаем результат. Ну что, ребята, понравился данный выпуск? Я думаю, точно понравился. А если вы примените эти знания на водоеме, то вы реально кайфанете от количества поклевок и обловите себя вчерашнего. А с вами был канал Рыбалка с братьями Билан. До новых встреч на водоемах. Пока!